Привет! Сегодня будет самая подробная экскурсия по точной копии Российской Федерации. Перед вами царь-макет недалеко от ВДНХ, так что обязательно посетите это уникальное место на новогодних каникулах. А мы начинаем. Очень рекомендую посетить этот царь-макет. Здесь невероятно интересно рассматривать каждую деталь в миниатюре и узнавать любимых героев, пейзажи и знаковые места нашей страны. Благодаря движению поездов, машин создается впечатление полного присутствия. Здесь во многих местах есть возможность самому зрителю запустить сцену, например, вызвать пожар или развести мосты, а также оживить, например, фабрику или многое другое. И те 3 часа, что я там провела, мне показались 15 минутами, что говорит об очень грамотном и срежиссированном маршруте, где каждая деталь сцены тебя постоянно увлекают. И ты просто не успеваешь устать и заскучать. А дети и взрослые здесь играют в квесты и просто рассматривают макет с огромным восторгом и невероятным интересом. У нас здесь практически весь музей представлен моделями Мадимио. Вот, и паровозик, этот самый, овечка. Просто эта серия, она же вышла год назад, наверное, где-то. Нет, уже второй год они идут. Мы закупаем, то есть у них раз в месяц выходит модель, 26-й выпуск сейчас, то есть они больше 2 лет уже работают. Отличное качество, очень с каждым экземпляром, с каждым выпуском качество становится выше, лучше, интересней. Ну, естественно, модели не ходовые, модели стендовые. Они предназначены для демонстрации, ну, собственно, для музея. Понятно, какие-то интересные, которые массовые, вы закупаете больше, я правильно понимаю? Безусловно, например, та же электричка, надо купить 2 головы, 2 моторных вагона хотя бы, чтобы сделать 4 этих самых, ну, хотя бы 4-вагонную машину, то есть и 4-вагонный состав. А и вагоны они, кстати, тоже начали выпускать. Вагоны у них есть, но просто у нас есть определенный запас вагонов, закупленных ранее, которые мы используем. Мелкосерийное производство, тоже в Литве была фирма, которая специализировалась именно на российском подвижном составе. У нас полное соответствие подвижного состава тому, который используется на территории России. И железная дорога разделена на 3 контура. Вот, кстати, кличка вот у этой машины вот движется я не помню, 4МУ, это кличка сгущенка. Похоже. По цвету. Да, очень похоже, да. Вот. Здесь у нас движется, соответственно, вот то, что мы с вами видим, это локально на самой станции Буй. Город Буй взят специально, потому что это не очень большой город с красивым вокзалом, с веерным депо, и с депо электровозным, и с воинской частью. Все это в городе есть. Естественно, компоновка немножко другая, но при этом элементы взяты из конкретного города. Очень здорово. То есть почти фотографичная. Но она элементы четко, вот вокзал соответствует, веерное депо соответствует, депо электровозное соответствует, ну, воинской части. Ну, вот понятно, там пожар какое. сейчас небольшой, видите? Ага. Вот смотри, пожар. Дым аж с Санкт-Петербурга видно, только с нашего Санкт-Петербурга. Понятно, фотозадник вы сделали, да, хрущевочки. Здесь это нарисовано. Так. Да. Здесь мы сейчас видим один вариант. Во втором зале я вам покажу. Там вообще сейчас идеально. Сейчас художник работает над фоном второго зала. Там моменты некоторые просто. Он тоже кайфует от процесса, да, я понимаю, у вас? Мы уже смеемся. Вы, говорю, уже больше, чем Бородинская панорама нарисовали. И вот посмотрите, я заказала эту модель на одном известном маркетплейсе. И мало того, что набор ко мне пришел через месяц, так еще вот в таком вот безобразном виде. Коробка была обломлена практически посередине, точнее не обломлена, а надломлена. И есть очень рваные места по краям. Ну и мало того, что у меня через месяц пропало вдохновение на сборку этой модели, так теперь у меня вот такая вот безобразная коробочка. И знаете, какой выход есть из таких ситуаций? Теперь я заказываю модели и инструменты только на модельной лавке. Во-первых, у них очень быстрая доставка. И по Москве вы можете получить свой заказ буквально через 2 дня. Оформить доставку вы можете буквально почти на все сервисы, будь то Почта России, СДЭК или пункты выдачи Яндекс. Ну и также вы можете забрать свой заказ в ближайшей 5. У лавки отличная служба поддержки, например,
например, вы можете обнаружить, что в наборе не хватает деталей. И после обращения к менеджерам вам обязательно вышлют эти детали. Лично я давно пользуюсь модельной лавкой. Я уже заказала модели туда и красок, и инструментов более чем на 1 000 000 рублей. А еще благодаря предзаказам вы точно не пропустите горячие новинки. Ну а для первого заказа вы можете применить этот промокод, и вы его всегда найдете в описании к любому из моих видео. Но если вы опытный пользователь лавки, то действует промокод Даша. Он дает тоже небольшую скидочку. Это самая маленькая фигурка у нас на макете. Я так пальцем покажу, как нельзя. Лягушка. Да, видно. Понятно. У нас есть герои сказок. Вот вы видите водяной на пеньке. Просто какие-то жизненные сцены. Вот народ купается, плавает. А вот эти вот грузовики военные, Это просто сделано как бы вот воинская часть, соответственно, в нее как бы колонна заходит. Вот. Ну, это же не 87-й масштаб. 87-й. И вот это именно 87-й, катера 87-й. Очень много техники делается в 87-м масштабе. Но оно специфичное, это делается, Смола, опять да, же, нет, это литье под высоким давлением, нормальные, это вот очень качественные модельки. Да, там смола, танки и БМП это смола. Ну, здорово, нет, очень Комплекс, здорово. на котором я служил, АК, это ОСА-АК. Вот он дальше за домом стоит, зенитно-ракетный маленький. Да, вижу. И стоит пусковая от С-300. Не пусковая, а радар от С-300. Одна из машин сопровождения. Да? Радар. Да. Одна из главных машин, скажем так. А откуда вы как чистите? Пылесосом. Либо если, Щеточкой, да, тонкая кисточка, и, соответственно, мы пылесосим обычно это каждую неделю. У нас уборка на макете, пылесосится, протирается вода, отличный термин, пойдем мыть воду. Да, прямо, логично, потому что на ней очень все видно. я да, думаю. на ней хорошо собирается пыль. И продуваем, когда замечаем, что там, вот, например, деревья припылились, мы их продуваем воздухом сжатым и, соответственно, пыль пылесосом стараемся Просто собрать. аэрографом, да, получается? Ну нет, это компрессором, там такая штука конкретная. И пылесос тоже вот такой. Ну, у нас площадь, понимаете, Да, с аэрографом тут бродить это... Очень здорово. А дома это тоже Дома готовые? нет, частично делается из готовых просто панелей. Вот, например, черепица, лист вот такой из Да, него да, я вырезается, представляю. что нужно. Есть немецкие домики покупные, но у нас их очень мало, потому что мы стараемся, чтобы дома выглядели, как у нас они в России Понятно, выглядят. понятно, Берется да. фотография и делается то, что в Наличники реальном вот это да, вот, да, существует. Вот, например, эта церковь, которая сделана, вот разрушенная. Вот прям есть ее фотографии в этом видео. У нас сотрудник ездил и фотографировал, и, соответственно... Сделали из гипса, получается, Нет, да, как-то? это пластик. Я вам покажу в той мастерской, как это хорошо. делается из пластика. Да. Все здания, большая часть зданий здесь из пластика. Понятно. Мы пробовали использовать картон. К сожалению, Да, его коробит. Да. Да. Макет живет своей жизнью, влажность изменилась. Местами дорога может... Ну да, вспучатся. Вот у нас Калининград, он так на отшибе находится. Сейчас пока никого нет, мы тогда давайте Как и в жизни его называется, чуток... да? Да, как в жизни, вот он отдельным макетом и сделан. Здесь и Военные корабли, да. исследовательское судно «Космонавт» Пацаев. Основные достопримечательности, естественно, они расположены так, как нам было удобно, а не так, как это в жизни. Ну, они соответствуют тем, которые в жизни. Вот у нас в Телеграме недавно кто-то ездил в Калининград и прям фотографировал с нужного ракурса, и мы сравнивали со своими картиночками, как оно похоже. Номера домов очень здорово. Да, указанные улицы. Но вы фигуркам лица, то есть не получается В смысле? прокрасить. Нет, ну Я лица в просто, таком да, масштабе да, я вот просто- это очень сложно. А лица нет. Тут какие-то там черты, Да, может быть, да, да. что-то, но тут уже... Одежда, да, вот это видно. Ось нет. Если задаться целью, можно, но это все равно видно не будет. Ну да. Кафедральный собор с самым большим органом на территории нашей страны и могила Канта. По поводу этого собора у меня личные воспоминания, когда мы с коллегой несли его красить. Он несет собор, оборачивается
и произносит фразу «И могилу Канта прихвати с собой». Да, это смешно. Вечером было еще смешнее, когда мы поставили этот собор, с подсветкой. Он оборачивается и говорит: «Дима, неси шпиль, клей и могилу Канта». Согласитесь? Да, да. У нас здесь некоторые фразы, которые мы произносим, не дай бог услышит психиатр. Большое спасибо всем моим спонсорам, которые продолжают поддерживать мой канал и благодаря которым видео продолжают выходить регулярно. Оформив подписку на мою страничку на Boosty, вы не только делаете благое дело, но и также получаете дополнительный контент обо мне. Ссылочка на Boosty есть в описании к видео. И также пожертвования вы можете отправить мне на мою карту Сбер. Есть реквизиты в описании. Вот. А так, Калининградский зоопарк известный, потому что он один из самых крупных по площади. Мы с вами можем запустить трамвайчик. Вот он, мой любимый зайчик-трамвайчик, та самая Татра. Причем номер бортовой на трамвае тот, который в музее стоит в Калининграде. Именно та Татра. Эти трамвайчики для нас сделала команда добрых людей, которые они делали игрушку про трамваи. Они сами бывшие трамвайные вагоновожатые. И, соответственно, им это было интересно, очень близко. А когда они сделали игрушку, 3D-модель-то там есть. Ну да, да. И А в чем дальше разница уже её поменять напечатать. масштаб? Да. И, соответственно, вот они в 87-м масштабе выпускают эти трамваи. И для Москвы они нам сделали свежие трамваи, Витязи. Но пока они не готовы, мы не готовы с рельсами. В Москве там надо немножечко перекладывать рельсы. Здесь везде спрятаны жизни. какие-то шутки. Вот, например, Пеппи Длинный Чулок скачет на лошади. Да. Дальше мы видим советских воинов-освободителей, а выше Мюнхгаузен пролетает на ядре. Здесь у нас, если чуть-чуть дальше пройдем, вот там бременские музыканты. Да, не очень здорово. Старик со старухой, золотая рыбка. Лодка плывет с остров Сокровищ. Значит, можно с вами поконсультироваться. Мне тут надо сделать подводную лодку в смоле. Да. Со смолой, Да, вот это я не могу помню, задать а сегодня вопросы. Михаила, наверное, нету, но я вам сейчас со смолой битву покажу. Здесь слой небольшой залит, а сейчас мы Байкал заливаем, там вот такой глубины слой. Это уж раз в неделю по 5 сантиметров, наверное, заливаете. Не раз, нет. парень. Там по сантиметру, но каждый день можно заливать. И оно схватывается. Поверхность воды делается силиконовым составом специальным. Да. То есть в эбоксидке очень сложно заставить ее вот так лежать. Понятно. Она не Да. любит Она будет этого. ровная Она, да, просто. как Да. зеркало. Да. Она ровненько растекается. Вот там ОМОН работает, пресекает добычу янтаря незаконную. Вот, то есть, видите, опять темнеет. Ночь. Ветряки, здесь ваши рекламные, здорово. Парусники, это вообще отдельная история. Парусник, да, человек делал довольно долго, но он настолько подробно сделан, что просто, это конкретно под наш масштаб, он 87-й как раз сделан. Колоссальная работа. По архитектуре, двинемся дальше потихонечку. Вот как бы начало осмотра у нас отсюда, это город Псков. Естественно, взаимное расположение зданий, оно не соответствует действительности, но сами здания полностью соответствуют действительности. Внутри даже можно присмотреться, есть сценки в самих зданиях, в окна видно людей, видно, Интерьеровые, да, некоторые показали. движения. Так, Чебурашка здесь, сейчас. Даже рынок. Вот здесь фигурки большей частью именно бушевские, дорогие, покупные, потому что на второй, третий план можно китайцев поставить, они не так сильно отформованы, а эти очень хорошо сделаны, очень качественно. Я просто, да, это каждую ножку пропиливать, это очень сложно, я думаю. Да, и они смещенные. Обратите внимание, там стоит Дед Мороз под навесом. Да. Вот Дед Морозов мы печатали. Это у нас квест про Дед Морозов. Вот тут уже поезд идет, там люди сидят внутри поезда. Вагоны соответствуют, локомотивы соответствуют. Вот здесь у нас Очень длинный, да, у вас дизельная состав. часть, здесь дизельные составы ходят, дизельные локомотивы используются. И так же, как у нас в стране электровозы, например, две системы питания. Есть с переменным током, есть с постоянным током. Поэтому у нас получилось три контура. Не электрифицированный Псков,
Московский контур там постоянный ток, и переменный ток это вот Буйский контур и далее. Получается Как часто вы их заправляете тогда? Кого? Они ездят, питаются от рельсов. Они управляются посредством, вот на рельсы подается питание, но питание подается не постоянный ток, подается переменный сигнал, там, соответственно, у него не волна идет, не синусоида, а горбы такие, как прямоугольники. И ширина этих прямоугольников задает конкретный сигнал цифровой. Понятно. То есть вот ему прошла команда останавливаться. Он сейчас должен доехать до следующего участка, и как только он до него доезжает, вот он остановился. Понятно. За поездами удобно следить, потому что программа видит, где они находятся. С машинками мы отпустили все, мы не знаем. То есть вот есть контур, с которого она, по идее, выехать не может, а дальше, к сожалению... Так, Может случиться казус. Чебурашка-то уехал, пока я рассказывал. Сейчас все нормально, мы его поймаем в другом месте. Автобусы, В да. зданиях тоже интерьер в некоторых сделан, чтобы было видно. В домах переключаются, есть дома, которые полностью подсвечены, как какие-то учебные здания, производственные, а в жилых домах там в течение ночи свет меняется. Одни окошки гаснут, другие загораются. Как тоже. в жизни, да, это Да, здорово. этим управляет отдельная программа. У нас вот световое сопровождение, отдельный компьютер, который выдает команды. Дальше поступает команда на платы, что наступил вечер там, или утро, и, соответственно, зажигается либо освещение, и меняется освещение в домах. Очень здорово. Вот поезд Здесь на последнем вагоне, на крыше, сидят самые известные зацеперы России и Советского Союза. Голубой вагон. Да. Так точно. Ну, вагон не голубой. Ну, понятно. Но мы, кстати, с ними еще по-доброму Песенка поступили. оттуда, да. Они у нас сидят на дизельном поезде, а в оригинальном мультфильме они едут на электровозе прямо под контактной сетью. То есть это Я даже не обращала внимания, честно говоря. мы воспользуемся, чтобы не ждать. Перезагрузим. Планшет управляет сценкой. Вот мы нажали кнопочку «Старт», открывается крыша депо. Как только она откроется, здесь появятся 3 кнопочки. Тепловоз. Ага. Дизель, стоящий перед нами, начинает заводиться. Видите, двигатель дрожит. Завелся. Кран-балка. Наверху кран-балочка. Мы нажимаем стрелочку. Кран-балочка начинает перемещаться в ту сторону, в которую мы ее послали. Когда еще доведется кран-балкой это поуправлять? Здорово. И ребенок это может... Ну, да, вот и дети, и взрослые, все в восторге. Вот и аквалангисты, вот здесь зажглись огоньки, и на дне можно разглядеть и аквалангистов, и, соответственно, при хорошем освещении, ну, в смысле, ночью, когда там подсветка побольше получается, видно затонувший самолет. Но мутновата вода в реке Великой. Как и в реальной реке, она вообще непрозрачная. То есть это по реальным событиям сделано. Да. Классический постамент. Да. Да, но вот танк, к сожалению, в 100-м масштабе, не в 87-м. Это сразу немножечко видно, потому что Т-34, она большая. Покрупнее, да. Крупнее, чем в Машина. 87-м масштабе машин. И Но многие не замечают, я думаю. мы вынуждены некоторых зданий масштаб уменьшать, потому что если тот же Исаакиевский собор в Питере поставить в 87-м масштабе, он будет занимать все место Питера, которое у нас есть. Поэтому нам приходится, вот обратите внимание, поезд догоняет собственный хвост. Он сейчас спускается на нижний ярус и, соответственно, внизу на Теневом вокзале остановится. Голова сейчас будет ехать на одном уровне, а хвост на другом. Есть кнопочки, которыми можно запустить, например, параплан. Вот он полетел. Вот здесь птички. Вот полетели птички. У нас был случай, когда ребята полярность перепутали. И только через неделю заметили, что у нас гуси задом летают.
Вот обратите внимание, видите, Пятачок пришел, в смысле, к Пятачку в гости Винни-Пух пришел. Ну и здесь, соответственно, еще карьер, где экскаватор что-то раскапывает, закапывает. Александр Сергеевич Пушкин вот там на пригорочке стоит. Видите, лично. Да. А вот княгиня Ольга. По преданию, именно ей было видение, что вот на слиянии рек Великой и Псковы надо поставить город Псков. То есть везде что-то спрятано, что-то... Да. И дорожная техника это у вас? Тоже производство есть. Покупное. Понятно. Хотел сказать, что оно уже собранное даже продается. Там редко, когда сборные модели в этом масштабе. Чаще всего уже готовые. То есть вот и грузовики, и тракторы, это все берется готовое. В нужном масштабе. Даже «Жигули» выпускают. Но, к сожалению, только шестерки. Перформанс под мостами, да. И сейчас очень, вот еще вот красные кнопочки, которые вас, да. сценочки запускают сейчас. Мы чуть-чуть пока посмотрим. Видишь, да, достают от трех. Меня зацепили за оба крюка, расклеила веки трясина, и я увидал над собой облака и ветер, шумящий в осинах. Я очень хочу порекомендовать мой телеграм-канал, а также мою группу ВК. В телеграме очень удобно принимать оповещения о моих новых видео, а также узнавать об анонсах моих построек моделей. Моя группа ВК – одна из самых крупнейших про моделизм на платформе. Там разгораются яркие дискуссии о моделизме, подписчики делятся своими работами и вдохновляются чужими. Так что все ссылочки на телеграм и на группу ВК есть в описании к видео. Какие-то сценки, ну, действующий переезд. Машинки должны были остановиться, и они сейчас остановятся. Вот он, видите, остановился, пропускает поезд. Поезда тоже сделаны, ну, часть покупное, часть, опять же, покупное, но корпуса. Понятно, и вы мы электрифицируете красим, сами. да, а ходовку берем импортную, потому что, увы, отечественной пока нет. Вот тоже известная картина. Недавно «Охотники на привале». Да. Недавно видел хорошую хохму по поводу Нивы, стоящей сзади на этой картине. Очень хочу. Нива есть, главное, нет проблем. Она есть, моделька. Ее можно поставить. Будет забавно. Так, ну когда же ее отпустят-то? Минуту уже ждем. Здесь... Сельское место. Да, какой-то вот собирательный образ. Мы называем это деревня Глухари. Не знаю почему. Со стандартными названиями улица Садовая и так далее. Вот кнопочка. Жмите. Вот там вот птичка полетела. Сейчас из трубы на желтом доме дым пойдет. И обратите внимание, перед желтым домом сидят два человека. Вот с этой стороны, вот поближе, вот сюда, видите? Два мужчины и культурно отдыхают, поднимая стаканы. Здорово. То есть Вот. эти дома тоже пластиковые? Дома пластик, да, полностью. И церкви. Ну там Просто сейчас те же Костромичи, фирма у них Бауми появилась. Или Бауми. И они делают из фанеры. Продают вот такие фанера вот домики. очень тоже, да, грубо. гидроскопично. Нет, грубо. Нельзя передать вот эти тонкости. То есть это миллиметр. Из фанеры уже ничего не сделаешь. Из картона... домик в 35-м масштабе. 35-й масштаб, Да, хорошо. да, да. Там прям просто вообще... Извините, я сразу работаю от 87-го масштаба. Да, то есть у да, меня то есть не очень сложно вариантов это с этим нет. Вот обратите внимание, культурная столица Санкт-Петербург, Московский вокзал. Вот там Битлз переходят дорогу. Знаменитая фотография Сейби Роуд. Да. Ну, только в Петербурге. Да, ну у нас Англия пока не предусмотрена. Мы спасаемся, чем можем здесь. На газоне растут мухоморы. Я их нашел на 3-й месяц работы здесь, когда пылесосил. Здесь на самом деле над макетом работало уже больше 1000 человек за все время его строительства. И каждый что-то от себя мог оставить. И некоторые вещи мы не можем даже... Вот тут, видите, у кого-то день не задался. Идет выемка документа, работает ОМОН. А у кого-то все хорошо. Вот кошечка тут кушает, все хорошо. Да. Здесь у нас в разрезе дом Зингера. Мне посетители показали. Смотрите, у вас, говорит, читатель тут на потолке лежит и читает книжку. Да, есть такое.
Кто-то от себя шуточку оставил. А вот знаменитые коты эрмитажные. Видите, из двери выходит кот. Есть сценка «Старики-разбойники». Ну, где же еще, как не в Эрмитаже, мы могли их разместить. А в темное время суток подсветочка включается, там подальше видно, покрасивее кадр можно сделать. Мост, дворцовый мост, он у нас разводится дважды в сутки. Наши сутки 15 минут, да. Соответственно, вот он пошел разводиться. Днем симпатично, но ночью еще красивее, потому что с подсветочкой. Приключения итальянцев в России, Лев и вся компания из «Приключений на берегу». Ракета, да. Да, ну, соответственно, здания в Санкт-Петербурге, они сделаны в масштабе чуть уменьшенном. Причем Исаакий довольно здорово уменьшен, потому что он огромен, он бы занял все место. Я вам потом дальше дойдем, покажу телебашню, вы поймете, почему мы некоторые вещи уменьшаем. Здесь Пушкинский музей, вернее, Пушкинский дом. Сейчас. Вот видите, Александр Сергеевич Пушкин читает свои стихи на балконе. Вот. А здесь, соответственно, вот он перестал уже подметать, да? Устал? Но он подметает. Понятно. Внизу историческая отсылка. Лично Петр Алексеевич прибывает на строительство. Это Адмиралтейская верфь. Это же сначала Адмиралтейство было верфью, и там строили корабли. Это потом уже все изменилось немножечко. Да, они вот в треуголках все, да? Ну, все как положено. В то время, и корабли, соответственно, сделаны. Ну, естественно, без шуток не обошлось. Если обратить внимание, вот там везут пушки на телеге. Бочки рассыпались, а дальше пушки. Вы вес пушки представляете? Чугунный. Ну, то есть, как бы... Бедная лошадь. Да. Причем здесь лошадь, телега бы развалилась сразу. Там одну пушку не увезти. На якоре обратите внимание, кто сидит. Семейство, да. Симпсонов. Симпсоны, да. Здесь много различных сценок, фигурок раскидано. То есть, чтобы было на что посмотреть. Да, вот подводная лодка в разрезе. Как-то Аврору резать, как колбасу, мы не рискнули. Вот здесь небольшая совсем глубина. И у нас, к сожалению, здесь не очень получилось с эбоксидкой. Видимо, неплохо размешали. Нижний слой начал вытекать. Вытекать начал. И получились пустоты вот такие, к сожалению. Исаакиевский собор, Медный всадник. Все основные достопримечательности славного города Санкт-Петербурга. Это самая, кстати, быстрая машина. Она от Питера до Москвы доезжает за считанные секунды. Здесь надо будет обязательно поставить палатку где-нибудь вот здесь посередине. Так, с одной стороны вывеска шаурма, а с другой шаверма. И, соответственно, туда бордюр, туда поребрик, а туда бордюр. Да, ну классически, смотри, тут даже пробка. Ну, Москва начинается с пробки на МКАДе. Да. Хотя здесь спор идет, МКАД это или Третье кольцо. Да, потому что... С одной стороны смотришь, вроде Третье кольцо, а с другой стороны смотришь, где у нас на Третьем кольце такой лес. Соответственно, ну, Москва с пробки начинается. Неважно на чем, но пробка жесткая. Здорово. Здесь у нас шоколадная фабрика дальше, вот большая. Но это вы тоже не в правильную величину уже сделали. Безусловно, мы их уменьшили, чтобы можно было передать форму зданий, потому что иначе мы где-то вот так вот бы с вами остановились, вот на этом уровне. Они бы стояли здесь огромные. Во-первых, мы весь комплекс не смогли бы здесь разместить. И не смогли передать форму, красоту. Вот видите, сейчас начинает включаться. Часто на экскурсиях бывает: папа, покажи, где ты работаешь. Вот в этом доме, значит, смотри, сынок, вот такой-то этаж. То есть все прямо вот аутентично. Бывает, приезжают люди, вот на Ростове, например, у нас была ситуация, когда люди стоят: а мы в этом доме живем. Он у нас один такой в Ростове, мы в нем живем. Вот у нас включилась шоколадная фабрика. Давайте подойдем туда пока. Класс. Сейчас работает один цех. Сейчас она, когда полностью поднимется, там появятся еще 3 кнопочки, можно будет запустить остальные цеха.
естественно, брали визуально, как это выглядит на настоящей фабрике, и что могли воплотить, то, соответственно, Понятно. То есть делали. все механизмы тоже вот эти вот все... Да, похоже на то, что в реальной, да. Нет, это как все это- вручную делалось. Это как бы не, вот здесь покупного практически ничего нету. Вот сейчас включили цех по производству шоколада. Валы, все, как бы движение идет. Цех по производству вафель и цех по производству конфет вот там. Теперь вся механизация работает полностью. Я в детстве бывала на Красном Октябре, поэтому, да. Здесь Ну, собирательный ну, образ. понятно, Мы что не похоже. смогли передать Красный Октябрь, он довольно сложный. Да. Не то чтобы сложно его передать, он очень большой. Опять же, его не сократишь так, не сархивируешь. Очень, да, тонко. Интересно. Если механика, соответственно. Давайте чуть дальше пройдем еще. Вот в ночное время работает подсветочка, можно посмотреть, как жизнь течет у людей, В классическом кто чем занят, у кого какие трудности. Ну, тут, конечно, газету уже редко кто сидит, читает. Надо бы телефончик дать в руки, чтобы было более аутентично. И, соответственно, Да, и зеленые подъезды. зажигается. И Москва-Сити, на да. Москва-Сити тоже зажигаются некоторые этажи отдельно. Высотка на Котельнической набережной тоже подсокращенная, естественно, и чуть-чуть уменьшенная, чтобы она форму передавала. Авария. Сценка перекрытие. из фильма «Ночной дозор». Как раз из второго «Ночного дозора», Да-да-да, там где была. вся завязочка. А вот сценка из комедии Гайдая, где этот инвалид. Да. Если вы эту машинку тоже как-то... делали Машинка самостоятельно? дорабатывалась, да, то есть ее какую-то взяли и из нее сделали. Вот, кстати, Нива-то, про что я говорил. Нива-то вот. есть, нет проблем. А Да, вот волк с перевести. зайцем сидят на автомобиле, Да-да, живая да. рыба. А вот там наверху, видите, летит Волька с Хоттабычем на ковре-самолете над зданием. Здесь у нас можно посмотреть, что нашли на раскопках в Москве. Ковчег Завета Индианы Джонса, мумия египетского фараона. Внизу представлено, как обычно, экскурс в историю небольшой. Здесь у нас как бы задают вопрос, что предшествовало трамваю. На конке. Да, вот сделано. А здесь все, вот телеги, все конка, это все сделано вручную полностью. То есть все дорабатывалось, да, там какие-то фонари есть готовые. Лошадки-то, наверное, есть. Нет, лошадки покупные, понятно, но сами экипажи, транспортные средства, все делалось. И, что интересно, собак можно много добыть. Есть наборы прям собак. А вот с кошками проблема. Они настолько маленькие. Да, Мы их в я 3D все равно печатала. напечатали в 87-м. Это там, ну, Да. Я в 35-м допечатала, у меня на мелкой в показалось. 35-м Да. это у нас конь будет. Да, для вас-то да. Здесь, опять же, можно запустить разные движущиеся вещи. Строительство. Да, Не, ну и метро у вас тут тоже есть. я Чуть думаю. дальше Да. сейчас увидим. Вот, наступает утро. Кремль. Не весь, но Ну, понятно. у меня есть хорошая фотография, как я держу вот так вот в руках ту башню. Но Кремль делали Даже Зарядье, да? очень долго. Да, кусочек Зарядья, но где же железная дорога рядом с Кремлем Конечно. проходит? Но у нас хоральная Условность, синагога. да. Видите, кто-то в шаббат спрячем, потом приклеим. Как обычно, звезду снесли. Стандартная процедура. Когда вы при уборке. Скорее всего, либо машинки поправляли, либо поезда что-то было. Я ее сам... Просто суперклей, да? Да, конечно, я ее сам сносил несколько раз. Уже и чинили ее, и всякое разное. Вот здесь тоже сейчас момент. Вот обратите внимание, видите, вот эта картина очень известная. Иван Грозный и сын его Иван. Очередной пример черного пиара. Когда художник нарисовал картину, и мы все думаем, что именно так оно и было. Хотя на самом деле очень сложный момент, как оно было.
не И дока... рядом у вас А здесь мастерская, да, магазины, мастерские художников. Вот, а тут рок-группа выступает, всякое непотребство творится, соответственно, в кафе. рядом Иван Грозный. Рядом синагога, опять же, московская хоральная. Она от Кремля-то далековато, конечно, находится. Поезда. ВЛ-10 красный и состав с хопперами идет. Полностью вот в соответствии, как бы оно, понятно, что по количеству мы не можем обеспечить, чтобы он утащил там 100 вагонов, да и где мы их тут, соответственно, составы сокращены. Вот автобусы, это автобусы, ну, покупные. Сейчас приедет вот та вот радость, это наше изготовление. Иди сюда. 3D-печать вот у нас. Да. У нас здесь сериал снимался «Струны», может быть, я слышала. да, во второй части прям со всего сериала с 8 серий 10 минут набирается. Они здесь на макете снимали, там как бы по сценке герой работает здесь. И у них есть момент, когда вот едет этот автобус, а потом они в таком же большом автобусе едут и играют. У нас был сделан автобус как раз с героями, с виолончелями, как они сидят внутри, наверху. Очень симпатично получилось. Да, электробус. Когда он с живого переходит на этот, который едет здесь, очень красиво перескакивает. Метро прибывает вниз чуть-чуть, посмотрите. Вот прям, вот оно пришло. Вот поезд пришел. Здорово, да. Номерной. У вас, да. Станция Новослободская. Есть отсылки к разным фильмам. Это Покровские ворота. Вот, ну, пруды чистые, но пруды есть в Москве. Значит, ребята из «Мастера Маргариты» должны быть тоже, да, вот вся компания. И Воланд, и Коровьев, и трамвай подходящий, ну, масло Берлиоз, и Аннушку. В смысле, Аннушку не надо. Масло, да. Здесь вот тоже интересная механика. Сейчас времечко пройдет небольшое, можно будет нажать на кнопочку. Велосипедисты поедут. Очень забавно сделано это фирменное. Ну, мы, естественно, доработали одного велосипедиста, чтобы он соответствовал нынешним временам, так сказать. То есть там прямо, да. Они вот суставы им делают, чтобы они... Видите? Они как бы крутят педали. А некоторые ленятся. Вот, видите, коленки назад вывернула. Они остановятся, я поправлю. Здесь сделано колесико, понятно, да. которое, соответственно, обеспечивает движение. И также тут электромагнитная какая-то? Нет, здесь просто магниты. Просто два магнита. Один переднюю ось держит, другой заднюю. И тащит вперед. Внизу бежит цепочка, понятно, да. которую тащит моторчик, крутит. Здорово. Вот. Ну, здание, соответственно, многие вы, наверное, узнаете. Исторический музей. Прям вот здесь видно фактуру. Да? Вот он весь выпуклый, весь красивый, с колоннами. Это достигается за счет того, что склеивается много слоев. Там стены этого здания в некоторых местах вот до 5 сантиметров будут. Из миллиметрового, 2-миллиметрового пластика собирается. Точно так же колонны вот на этом здании делались. То есть, соответственно, здесь даже простенькое здание, а уже минимум 3 слоя. То есть основная стена, колонна и окна изнутри. А уж если вот такое фактурное здание, то там слоев будет много. Кирпичи вы как-то тоже? Кирпич есть специально наклейка прямо материал. Нет, это не наклейка, это материал, прям пластик с отштампованными кирпичами. Он, наверное, в 35-м тоже. Наверное, да. Я, может быть, я не искала. Несомненно, есть. Вот. Они разного размера, разного масштаба, равно как и плитка вот эта. Частично режется руками, частично вот готовые прямо листы. Вот эти, да, и мы из них режем то, что нам необходимо. Деревья, да, тоже это такая тонкая работа. Деревья, часть покупные, часть изготовленные. Но мы сейчас во втором зале посмотрим. Там кустики-то я примерно так же делаю, да. Они продаются, там же наборы, да. Не используем естественные подкрашенные, потому что они долго не живут. Только проволока, пластик и, соответственно, прочее.
Настолько химозное все. Вот цирк Никулина. Лично Никулин сидит в гримерке. Мы можем себе позволить это. А с той стороны ему памятник стоит перед цирком. Здесь, да, можно сравнить по размерам, как лего-человечки. По размерам, насколько они больше. И наш дом в разрезе, где мы с вами сейчас находимся. К сожалению, нет того места, где мы находимся, поэтому задать вопрос, есть ли на макете макета, и дальше продолжать этот вопрос масштабировать так не получится. Но макет есть, то есть можно увидеть и Питер, и Саки сделан, и холм, и, соответственно, парковка, все как положено. Ну, район ВДНХ, здесь здание тоже немного уменьшено. А вот 12-этажка стандартная. Я в такой некоторое время жил у тещи, так сказать, вот прямо вот один в один. Да. Цвета, да, вот эти. А вот телебашня сколько влезла? Вот 87-й масштаб телебашня, пожалуйста. Вот многие спрашивают, а что это? Поэтому приходится здание умещать. Здесь река. Вот как раз тот вариант эбоксидки, который получается, когда не сделано силиконовое покрытие. Здесь мы собирались еще немножечко долить, но пока руки не доходят. Я, по-моему, какой-то покупала, может быть, это тоже на основе силикона, как прозрачный лак. Я тоже из него делала. Там именно специально для имитации воды, именно силиконовая зараза, по ней ходить нельзя. То есть вода здесь самая надежная, по ней ходить можно. То есть, соответственно, там внизу обязательно 15-я фанера, и, соответственно, она закреплена. И что-то, если надо починить или почистить, проще ходить по воде. То, что вот у вас какие-то логотипы, это мы с кем-то сотрудничаем, либо рекламные, соответственно, либо там даже частные лица есть. Человечка со своим флажком поставить, пожалуйста. Вот немножечко ремонт макета идет. Видите, стены люди красят. Живописный мост. Очень интересно по конструкции. Да, это все из пластика делалось. По конструкции сам забавный. Он тоже немножко изменен. Шарик у него относительно самого моста. Мост побольше, шарик поменьше. Да. Но пришлось... Некоторые, конечно, безусловно. Единственный мост, который стоит по диагонали к реке. И опора у него тоже стоит по диагонали к реке. Кажется, что он должен быть больше, чем дома на... Он сильно больше должен быть. Здесь всякие мелочи, там вот пацанчики сидят, видите, птичек кормят, такие в трениках и майках. Да, их уже почти нет. Да, почему? Это куда попадешь. В разных местах бывает всякое. Стройка показана в том виде, в котором она, возможно, есть. Здесь можно запустить буровую установку, можно запустить кран, там с планшета можно нажать. Дорожный вам тут с вами. Мы не говорим, что это он. Мы говорим, что это собирательный образ. Техника, к сожалению, в 100-м, увы, не делают ее в 87-м, поэтому получается, что она как-то немножко, чуть меньше, чем надо. Для тех, кто понимает, на глаз понимает разницу между размером человека и размером вот этой штуковины, например, и понимает, что это, увы, не совсем так. 72-й не поставишь, они совсем конических размеров получаются. Да. Мы можем запустить башенный кран. Начинается подъем стрелы. Это просто собирательный образ музея, это не конкретно Вадима Задорожного, просто... Очень похож. Да, но и по расположению со стороны Строгино, и по прочему. Здесь изображение передается, чтобы было видно из кабины крана. Да. Естественно, не в реальном времени, это сложновато было бы реализовать. Здесь нашествие. Мы, соответственно, чтобы к нам не докопались, написали ваше радио, не наше радио. Здесь много разных фигурок. Вот там, например, на лесенке стоит парнишка из Крика с этой белой морды. Харли Квинн и Джокер. Ребята из «Звездных войн». Не пойми, что изображает. Но мне больше нравится жизненность. Вот посмотрите, как ОМОН торопится разбираться с дракой. Как они спешат. Они так торопятся, прямо бегут. Здесь можно добавить огня.
И движутся фигурки музыкантов, и, соответственно, исполняется музыка и светосопровождение. Кроме жизненных всяких ситуаций, вот, например, двое несут третьего, а перед ними стоит капитан Джек Воробей. Да. В кустах Фредди Крюгер спрятался с этими ножичками на пальцах. Миньончики вместе с Крю идут. На крыше КамАЗа милицейского стоит Solar Moon. И вот здесь вот, видите, нашу фирменную пиццу привезли. Черепашкам ниндзя. Дети мне его даже по имени называли, но я запамятовал. Это не моя тема. Я тоже не помню. Вот, опять вечереет. Здесь дальше Пушкин лично. Золотая цепь на дубе том. И дальше понеслось все по списку, как в сказке, все там присутствует. Вот там 33 богатыря выходят в Строгино из Москварики. Ну и так далее. То есть здесь разное всякое происходит. Русалка даже там есть. Да, русалка есть, и кот идет. И цепь большая, а кот маленький. Его видно, вот там вот, Кощей сидит над златом, чахнет. Сейчас я подсвечу чуть-чуть. Кощей вижу. Вот, видите, Кощей, вот там кот над ним прям серенький такой, полосатенький. Вот, то есть избушка на куре, да, сидет, бредет там, непонятно, я не помню уже, какое правильное стихотворение. Здесь вот жизнь, видите, люди попали в сложную жизненную ситуацию, муж не вовремя вернулся, и да, кому-то приходится. Вот. А здесь, если заглянуть, что на балкончике, на деревяшечку встаньте, посмотрите, что лежит на балкончике, вот на этом. Там сложная жизненная ситуация получила свое очень сложное развитие. Также у нас есть, соответственно, 2 августа все время. Видите, день ВДВ. ВДНХ. Монорельс у нас остался на память. Он, правда, у нас... Да, здесь. И сейчас идет матч еще сзади футбольный. Там по полю бегают игроки, естественно, проекция. Пластиковых мы пока не можем заставить, чтобы они еще ногами перебирали и бегали. Да, сложно. Пока в таком масштабе, к сожалению. Классические домики, да. Домики сделаны именно те, которые вот у нас. Вот если взять эти вот трехскатные крыши, это если к югу поближе ехать. 3 окна, да. Как раз Воронежская область, это Дивногорье. Монастырь в скалах в Меловах сделан. Есть отсылки и к сказкам, и к мультфильмам. То есть, вот, например, вот там вот на пригорке над озером, видите, Белоснежка и 7 гномов идут. Здесь у нас, сейчас я включу. Вот видите, Дед Мазай с зайцами плывет в фонтане Колос. Фонтан у вас тоже светится? Нет, фонтан без подсветки, он вот так сделан. Не очень удачно, но как уж получилось. Сейчас более интересные варианты имитации текущей жидкости есть. Можно попробовать будет его со временем переделать. Да, вот. Градирня, перед нами Косогорский металлургический комбинат, но это мы сверху посмотрим. Вот. А сейчас идет футбольный матч. Играют Спартак Москва и ФК Ростов, футбольный клуб Ростова. Но поскольку ни одна команда денег нам не занесла, счет будет 1-1. Но мы открыты к сотрудничеству. Футбольный матч. Очень здорово. Здесь Ребята, да. стена с бегущей рекламой. То есть здесь тоже у нас место это продано и используется кем-то для размещения рекламы. Здорово. Ночной город. У нас уже Ростов, Ростов-Арена, стадион. Как раз люди показывали вот на тот дом. Они говорят, а мы, говорит, в нем живем. Да, Такие, просто в шоке. Они приехали в Москву и увидели свой дом. конечно, такая необычная застройка. Забавно получается, да. Дома и старые взяты, вот состаренные, и современные, прям вот в идеальном состоянии. А вот здесь можно посмотреть, как закончился путь робота Бамблби. Заброшенная. Да, там происходят Металлоломка. противоправные действия, там металлолом ворует, Да, видите, да, через да. дыру в заборе.
жизнь идет. Очень интересные комбайны. Тоже готовые, да? Да, какие-то? комбайны покупные. Но они сейчас у нас используются, поэтому мы не грешим против истины. Очень много такой техники было закуплено, особенно на юге. Часто видишь, как они едут. Едет комбайн, за ним прицеплено вот так вот на тележке вот это вот Да. собирающее. Не помню, как она называется. Своеобразное название. Ну и, соответственно, старый комбайн сделан. У нас здесь по кнопочке начинает двигатель дергаться и дым идет. Дым. Здесь, обратите внимание, очень известные герои с черепахой. Здесь компания хороших, там компания плохих. Все полностью практически Если вы представлены. вот эту всю воду заливаете именно уже вот на собранном макете. Да, естественно, вот эта вот вода вот заливалась прямо здесь. Там внутри стоит сундук, на проволочке стояла вот эта щука. Вот здесь вот. Насколько вы прорабатывали первоначально всю вот эту вот композицию, прежде чем все это собирать? Или это как-то Оно собиралось кусочками? большей частью по месту. Ну, как, была изготовлена 3D-модель. Естественно, по площади Вообще зала отсюда. было рассмотрено, какие будут объекты, приблизительно взяты размеры этих объектов. Оно скомпоновано, на 3D нарисовано. А дальше фанера. Ну, мы там в зале посмотрим, как раз вот как оно строится. То есть там проще будет рассказать, потому что здесь на пальцах, а там прям вот. А вот фанера, а вот гипс, а вот сетка, а вот. Кукурузное поле, да. Да, вот вы понимаете, да? Вот Да, работа, да. объем работы, вот это вот все посадить кукурузу. Да, поштучно. Да, по одной. Тут человек не один месяц сидел и занимался, сверлил отверстия и, соответственно... Да, засовывал. Причем она же разная, видите, есть сушеная, есть цветущая, есть уже Подросшая только зеленая, только, да, еще не зацветшая. То есть вот различные варианты кукурузы. У нас поезд по кличке Элеваторный. Он выезжает чуть-чуть, отъезжает, и потом обратно возвращается. Ну, создает движение в этом конкретном месте. На макете больше 1,5 километров железнодорожных путей. Одновременно в движении находится 12 составов, но поскольку мы с вами видим только часть железной дороги, к сожалению, Кажется, что они все, да, да. какое-то затишье. Почему никто не едет? Потому что едет, но мы его не видим, не всегда видим. Дети зовут Гэндальфа. Это у нас для детей этот квест. Вот там сейчас наверху можно увидеть нашего Гэндальфа, но лучше на него не смотреть. Это уже Туапсинский район начинается. Соответственно, тут и виадук, и, соответственно, движение железной дороги. Получается, поезд проходит сначала внизу, потом поднимается здесь по спиральной дороге внутри вот этой горы и проходит наверху. Спелеологи у вас тут, да. Дальше уже будет Сочи. Ну, это какой-то пенопласт, да, у вас? Горы это какой-то пенопласт? Нет, горы гипс. 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 Пенопласт мы не используем, его легко помять и с ним... Тяжесть-то какая? Да, ну там рама хорошая. Там внутри целая комната практически. Вот так вот, в несколько слоев сделанная. С морем у нас проблема, пока мы не можем найти технологию, чтобы его сделать и с волной сверху, и, соответственно, чтобы можно было видеть понятно. Вот это вот, как устроена опора Крымского моста. Крымский мост у нас небольшим кусочком. Поэтому пока у нас, как я шучу, море в том виде, в котором его великие укры выкопали. Это да. Да, Сочи. Сочи там, а вот здесь Крым начинается, Ласточкино гнездо. Видите, там двое косплеят Титаник на балконе. Здесь желтые у нас карусы, да. Да, вот да, он проскакивает. Лунтик, видите, стоит. Да. Здесь можно на кнопочку, вот на любой из артефактов нажмите. Он придет в движение и будет направлен как бы на тот объект, на который вы его направили. Это радиотелескоп. Один из самых крупных в России, имеющийся на данный момент. Здесь... Сколько этих трубочек?
склеил. Да, это склеивалось. Люди были заняты делом, вы понимаете. А вот кладбище. Вот у крайней могилы сидит смерть. Вот там вот в самом Я конце. думала, это аист. Нет. Не тот аист. А вот там на заборе, видите, ангел сидит. Да. А здесь еще, видите, кого-то воскрешают. Вот стоит, и руки уже из могилы и торчат. панки, да. Панки кого-то пришли проведать. И негр, копающий могилу, довершает этот абсурдность мероприятия. Здесь старый Херсонес здесь, а новый Херсонес здесь. Ну, в смысле, новый, когда он был новый. Да. Когда старый Херсонес был новым, мы сделали приблизительно, как бы он мог выглядеть. Самый милый комментарий, который я здесь слышал от маленькой девочки, которая, показывая вот на эту сценку, сказала: мама, смотри, какая милая киса кушает дядю. Это да. Вот. Но там еще, обратите внимание, вот на трибуне сидят Астерикс с Обеликсом, три богатыря рядом с ними, викинги, вот здесь вообще египтяне. Ну, то есть, как бы развернулись мы в полную мощность. Ливадийский дворец, соответственно, уже Крым начинается, то есть, кусочек Крыма, сколько мы смогли разместить. Морской музей. Это, по-моему, дом офицеров, если я не ошибаюсь. Где-то должен быть указатель. Я тоже ни разу не был. Вернее, нет, вру. Был, когда мне было 3 года. Вы даже кондиционеры повесили. Да. А как же, это жизнь. Да. Мы сейчас сделали избушку, вот там, где водяной. Сделали, помните, из этого же мультика многоэтажка на курьих ножках. И на нее тоже кондиционер повесили. Там просто огонь. Здесь у нас набережная, памятник затонувшим кораблям, дизель-электроход «Ленин», который подорвался на минах при эвакуации из Севастополя. Там погибло очень много народу. Вот он сделан в том виде, в котором он сейчас на дне лежит. Ну, как бы, вот воды надо вот столько вот как-то. Да, она прям прозрачная, да, это очень сложный процесс. Посчитали, да, в эбоксидке видно сантиметров на 20. Все. Мы посчитали, сколько... Надо эбоксидки сюда, например, налить. Получилось порядка 3 тонн по весу. Если по-честному, вот здесь внизу теневой вокзал, на котором тоже поезда стоят, 8 путей. Нет, это опасно, да. Морской вокзал, скульптурная группа перед морским вокзалом стоит из бриллиантовой руки. У них она стоит вот прямо вот около этой лестницы. Это скульптурная группа. Задник там другой, конечно. Вот. Здесь известные ребята тоже, обратите внимание. Да. Жулико Бандитто и Деля Ворганг-Стритто из «Приключений Врунгеля». Пальмы тоже здорово. Юрий Алексеевич Гагарин спускается по ступенькам. Народ его встречает. Это Зимний театр, железнодорожный вокзал, речной вокзал. Ну и там дендрарий, канатная дорога, но она немножко... Мы в этом году были в дендрарии в Сочи. Не знаю, уже он очень выглядит грустно. Да? Заброшенный лес. Печалька. Хозяина у них нет. Жалко. Я-то был еще при советской власти. Потом как-то не доводилось. Да. Мы их еще не Надписи, видим. Сейчас, да, вот это опять декали, да, какие-то? обмотор. Нет, это вручную. Частично вручную рисовалось, частично есть где декалями переводилось, но большая часть вручную. Просто стенка бралась, на ней рисовалась. Мадимио, здравствуйте. Ну, мы его сделали, он у нас не просто так катается, он чистит рельсы. Вот эта в середине часть, она протирает рельсы, полирует. Вот. Это локомотив Роковский, это немецкой фирмы Рока, он прям вот наш через... Чме-3, да? он прям вот Прямо выпускался в таком, РЖД-шном? да, в РЖД-шном окрасе. Надо туда. Что интересно, да. А вот корпус, вот этот уже ЧС-2 локомотив, он красился уже нами, естественно. Он покупался в виде отливки из эбоксидки. И, соответственно, то есть он смоляной.
И бралась ходовка подходящая, и он делался. Вагончик вот стоит, это наше производство. Из кусков, из плоских листов пластика. Просто Это вот очень сложно, из да. плоскости. На самом деле не так сложно. Так кажется, да? Не боги горшки обжигают. Делается все. Сейчас мы с вами... Вот можно запустить вот это. К сожалению, вот видео не передает, сколько мы не пытались вот этих игру красок. Оно яркое, и цветокоррекция срабатывает, и все. Вот я, как я не извращался, чтобы снять. Потому что здесь очень интересно, но здесь просто переливаются цвета, да? А на колесе обозрения, сейчас, когда кнопочку отпустит, можно пока вот это запустить, чтобы она нам тоже продемонстрировала всю красоту. Конечно. Тоже механика. Из латуни собрана вот эта штука. Да. Я так пожалел, Даже когда мы ее посмотреть. покрасили, она в латуни смотрелась просто вот огонь. Вот на колесе обозрения картинка. Вот эти фигуры разные совершенно. Вот сейчас они будут меняться здесь. 4 минуты ровно не повторяется. То есть вот идет такой рисунок. Сейчас эти звездочки пройдут, будет звездочка желтенькая. Потом смайлик, потом что-то еще. Действительно Очень интересно, да. классно сделано. То есть это вот, ну это тоже покупное. Это товарищ в Германии занимается. Вот он это дело выпускает и вот видите, спираль. Смотровая площадка на горе Ахун. И дальше мы попадаем уже в Сочи, которая сверху. Красная Поляна, Роза Хутор. Подъемники, да. Вот, канатная дорога. А вот обратите внимание, стоят две ласточки нашего производства. Все корпуса полностью сделаны здесь. Вырезаны из пластика. Мелочевка и морды сложные, да, они отлиты на 3D напечатаны. Казань. Здесь вот у нас живет робот Виталик. Видите, вот робот Виталий и рядом Валли. А вот Валли к нему с цветочком пришел. А робот Виталик, он запускается. Сейчас мы, может быть, чуть-чуть подождем и сценочку отпустит. Вот видите, мы видим с вами поезд, который выехал вот оттуда из Буя. И первый раз мы его с вами видим вот здесь, и дальше он будет в Волгограде. При этом, Очень реалистично у вас все прям сделано. ну, мы старались состарить так, чтобы оно выглядело как живое. Виталика вам хотел показать, там механики много, просто интересно, сейчас отпустит. Но здесь два плота, один из Геккельбери Финна и Тома Сойера, а второй из фильма «Верные друзья». Плыла, качалась лодочка по Яузе-реке. Вот можно запустить Виталика. Вот видите. Сейчас Виталик проснется. По нашей здешней легенде он пытается собрать космический корабль, чтобы улететь от нас. Но пока у него не получается. Но что-то уже получается. Видите, вот там что-то заводится, И корабли светится. это тоже собственноручно просто? Да, корабли это полностью вот наблюдал, как это делается, начиная от вырезания Основа. того уровня, на котором он будет стоять, до ну, как бы, видите, там Титаническая много чего работа, завелось, начало двигаться, но не улетело. Не взлетело, скажем так. Здорово. Причем скопирован реальный корабль, он Санкт-Петербург так называется, и ходит как раз в сторону Санкт-Петербурга по Москва-реке. Я его видел на Северном речном вокзале. Наш получше выглядит, тот какой-то более обшарпанный. Шарики воздушные. Здесь без ложной скромности размещены две фигурки. Моя и моей супруги. Мы летали на воздушном шаре. Вот, я нашел наши фотки и покрасил в тот цвет. Ребят попросил, они мне помогли. Здесь небольшая отсылка к фильму «Блеф». Когда он, тут у него еще цепочка денег висела, но, к сожалению, со временем Слишком мелко. она утратилась.
Здесь был очень момент интересный с интерактивом. Мы, естественно, по леске мы же не можем передавать электрические сигналы, соответственно, чтобы подсветка была. А здесь внутри находится блок с батарейкой. И вот с утра, когда ребята ставили, они немножко не углядели, и там соскочила леска, она попала на винт. И к середине дня она износилась. Здесь стоит мальчик, смотрит, как шарик поднимается, отрывается, падает и так в клочья разлетается все. Мальчик был в восторге. Такой интерактив. Одноразовый, да? Да, значит, здесь у нас пожар. Сейчас мы его устроим. Хотя, конечно, картинка лучше всего ночью. Как я шучу, а ночью наш пожар вообще огонь. Просто огонь. Так. Воспользуемся служебным положением. Мы перемещаемся. Жмите кнопочку. Оп. Вода потекла. Да, здорово. Дым пошел. Машинки сейчас оттуда поедут на вызов. Да, здорово. Пожарная поехала одна. Прям. А ночью это еще красивее смотрится. То есть такие всполохи, там же огоньки меняются по интенсивности. Здесь мы с вами просто желтый, ярче и... Там просто какая-то правая установка, да? Несколько... Увлажнители как? Нет, увлажнитель стоит просто большой, ну, можете заглянуть снизу. И его видно прям, как он стоит. Вон он. Да. Самый обычный увлажнитель. Из него подается вентилятором этот дым. Соответственно, вентилятор отрегулирован, чтобы, когда пожарные постепенно подъезжают, дыма становится меньше. Сейчас должна еще приехать скорая. Очень интересно вот эти вот, ну, это покупные, естественно, вещи с струей воды. Там просто внутрь вставлена проволочка загнутая, и она вращается. Не проволочка, а плоскость. И, соответственно, из-за этого получается, что кажется, что вода течет. Да. Интересно. Вся компания приехала. Для посетителей обычно они вот на этом моменте уходят. А мне как раз интересно досмотреть, как машинки на место встали. У меня-то задача другая. Пожар был готов к следующему запуску. А вот Нижний Новгород вокзал, обратите внимание, МЦД стоит. И стоит, да, вот такие у нас московские центральные диаметры. Нам негде больше спрятать наш замечательный МЦД, как здесь. Вот он до Москвы ходит. И Аэроэкспресс московский тоже ходит туда же. А эти поезда вы тоже делали самостоятельно? Эти наши, да, полностью оба, и Иволга, и МЦД. То есть ходовка взята импортная, а сами Корпуса поезда... сами. Да. Дальше Суздаль. Здесь бы воды еще добавить по плану, но пока, вот видите, поверхность пока оставлена. Должно быть поглубже. Волны. Да, вот здесь раскопки. И вот можно посмотреть смешные какие-то 120 миллионов лет назад на месте нашей равнины было море, в котором жили вот такие разные Рачки, да. симпатичные. Если вы вот так посмотрите вот с этого уровня, увидите, как ее заливали по сантиметру. Да, Видите полосочку? Но так мы с вами смотрим единое целое. Никаких вопросов нет. Причем здесь еще использовалась не очень дорогая эбоксидка. Она желтовата немножко. Но для моря как раз она вот для старинного. Да. Город Суздаль. Ну, собственно, часть Зеленый массив. достопримечательности, скажем, и монастырь, который недалеко от Суздаля находится. И вот такая экскурсия на Царь-Макет у меня получилась. Так что очень рекомендую ее посмотреть. До новых встреч. Пока-пока. И напоследок хочется сказать большое спасибо людям, которые занимаются построением макета. Это очень талантливые и увлеченные ребята, которые с большой любовью воспроизводят в миниатюре нашу страну.